Всем привет! Сегодня покажу, как можно изготовить одну из моделей кошелька с монетницей. В этом кошельке один из торцов кожи будет состоять уже более чем из 3 слоев кожи, поэтому рекомендую использовать для изготовления кожу разных толщин. В идеале, конечно, взять, допустим, одну толщину, кусок одной толщины, к примеру, там 1,5 мм, вот, которую мы будем использовать на обложку. И для внутренних отделов кожу просто двоить хотя бы там до толщины 1 мм. Двоильной машинки у меня нету, поэтому магазин АТК предоставил мне кожу в 2 толщинах. Это вот кожа на обложку будет 1,5 мм и для внутренних кармашков толщиной 1 мм. Но помните, что кожа чем тоньше, тем обычно она мягче и эластичнее. Из-за этого не каждая подойдет для бесподкладочных изделий. Поэтому обращайте на это внимание при выборе кожи. То есть она должна быть такой эластичной, но при этом довольно плотной, чтобы могла держать форму. Выкройку отрисовал, есть она уже в PDF формате. Ссылка на бесплатное скачивание будет доступна под видео еще 2 часа после публикации. Вот. И также, кто не успеет, смогут приобрести данную выкройку в моем магазине на Etsy. Теперь можем приступать к изготовлению изделия.
Наконец-то закончил работу над видео. 2 дня записывал его. Не такой уж и простой получился кошелек. Очень много различных мелких деталей, много шва. Вот это все как бы время, и постоянно нужно было нажимать запись, останавливать. В общем, много времени ушло на запись, но я, в принципе, результатом доволен. Очень давно мне хотелось записать видео именно о кошельке с монетницей, потому что много на него запросов. Вот, из канала и в инстаграме там спрашивают, это именно кошелек нужен с монетницей. Это больше мужской формат кошелька, значит размер его 90 на 120 в сложенном виде. Кошелек закрывается на клапан. Клапан с такой декоративной кнопкой. Нравятся мне эти кнопки, заказывал на Алиэкспресс. В общем, пока доволен. Единственная сложность с их установкой, потому что обычно установщики не подходят. Пришлось там переделывать, и все нужно устанавливать как бы вручную. Вот. Значит, в кошельке есть 3 отделения под карточки. Один такой как бы потайной кармашек. Вот, и монетница. Можно также делать, в принципе, монетницу еще нашивать на как бы дополнительный такой отдел. Да, но я посчитал, что это как бы лишнее. Вот, возможно, какую-то еще модель кошелька запишу вот видео и покажу, как можно сделать еще кармашек вот за монетницей, допустим. В принципе, много вариантов возможных. Так, что здесь еще? Ну, вот здесь сделал нашивку. Вот, в принципе, сейчас на большинстве кошельков такого формата делаю подобную нашивку. Из-за того, что со временем именно вот в этом месте получается кожа, она размягчается и как бы деформируется. То есть такая нашивочка, она делает здесь вот торец его более как бы плотным. Вот кошелек сам по себе лучше держит форму и меньше вот здесь вот торец повреждается. Кошелек бесподкладочный, некоторые детали я вот так вот продублировал, в основном это клапаны, вот, чтобы им придать определенной жесткости. И со временем, когда кошелек будет в эксплуатации, то такие детали они будут сохранять свою плотность и не станут такие вот как тряпки. Вот. И плюс на более толстую кожу проще установить кнопку. Хотя вот здесь все равно, как бы, когда ставишь декоративную кнопку, ее установить сложно из-за того, что ей даже этих 2 мм недостаточно. Приходится немножко там стачивать вот эту ножку кнопки, укорачивать ее. Сам кошелек выполнен из 2 толщин кожи, как уже сказал в начале видео, это 1,5 мм и миллиметровая, вот можно видеть здесь на внутренние кармашки, вот, внутреннюю часть. Кожу окрашивал краской Best Coat от компании EXI. Цвет здесь смешанный, то есть у меня есть 2 цвета, один темный, один такой посветлее коньячный, то есть я их смешал и получилось что-то такое усредненное. Торцы заполировал клеем SMS, вот, и покрыл цветным токанола коричневого цвета. Значит, почему использовал именно цветной? Очень много операций нужно было выполнить по изготовлению данного кошелька, и по-хорошему вот, после склейки деталей каждый торец нужно было докрашивать еще вот такой вот краской. Чтобы сэкономить время, я взял просто цветной токанол и как бы тонировал торцы. Он не полностью как бы не задает там цвет торцам именно такой однородный, да, там. Он просто их тонирует, но дает вот этот коричневый оттенок, и они уже не выбиваются из общей картины. То есть более-менее гармонично смотрятся в нашем изделии, если оно из коричневой кожи. Прошивку сделал льняной нитью от компании Macy. Вот эта ниточка. Сейчас тоже тренируюсь в работе с этой нитью. В принципе, ну, мне нравится. Мне нравится вообще, как сочетается эта толщина нити 0,35 мм и пробойники 3,85 шагом косые. Вот. Нравится такое сочетание. В принципе, и в цвет она хорошо сюда подошла, такая нитка.
Вот, кнопочку обтянул кожей. Значит, конечно, обтянулась она не идеально. Это все зависит от плотности кожи. Хотя я ее сделал тоньше, но растишка она настолько плотная, что ей сложно принимать вот какую-то форму, если она не вымочена. То есть ее изначально нужно пропитать водой, и тогда можно делать какую-то обтяжку. Но при этом, я не знаю, там клей будет держать или не будет. Поэтому вот на сухую получается не совсем как бы идеально и там круг. Вот. Или же нужно тогда использовать кожу какую-то более мягкую, если она подходит в цвет. Еще был вопрос к одному из предыдущих видео, когда вот я использую шило, они, допустим, пробивают отверстие пробойником. Значит, смотрите, один из случаев это когда вот, допустим, толстый такой торец из там 4 слоев кожи, и здесь по сути где-то 4,5 мм толщина, то когда мы, допустим, загоним полностью зубья пробойника, с этой стороны у нас получатся очень широкие такие отверстия, а допустим с лицевой очень узкие. Ну как бы и шов будет отличаться. Вот, поэтому в таком случае, в принципе, если есть там шило и получается это делать, делаем разметку пробойником и потом докалываем уже шилом. Шило у нас по всей длине оно получается с одинаковыми параметрами, то есть нету расширения никакого, и отверстия у нас будут одинаковые с одной и с другой стороны. Ну и также, когда ребенок, допустим, спит в соседней комнате, чтобы не создавать лишнего шума, и в принципе ситуация там позволяет, просто докалываю отверстие. В последнее время, вот, когда работаю с растишкой, именно с натуральной, когда я ее окрашиваю, то хочется сохранить именно эту натуральность, не хочется применять никакой такой сильной, так скажем, химии вот, для обработки. Поэтому финишировал, как бы просто пропитал кожу таким вот жировместительным кремом, тоже от компании Exi. Вот, он, возможно, немножко смягчил кожу, но при этом как бы сохранились вот эти ощущения. Чуть-чуть она как бы насытилась и в цвете. Она уже не такая по ощущениям сухая. Вот. Покрывал я ее в начале до работы и уже в конце, когда закончил изделие, тоже нанес. Крем этот хорошо впитывается. Вот. Добавляет такого незначительного блеска, как бы жирного, но при этом как бы ничего там на руках особо как бы не остается после того, как он хорошо впитается. Что касается материала для изготовления данного кошелька, в принципе, их все можно приобрести у партнера нашего канала, кроме вот этой вот кнопки декоративной, которую я заказывал на AliExpress. Вот. А так, кожа разных толщин, химия от Exi, краски, крема, это все в магазине АТК, в принципе, они предоставили для видео. Токанолы бесцветный, коричневый, черный. Потом они скоро завезут себе нити Мэйси, будут у них в наличии различная фурнитура. Это в магазине Бахтарма можно приобрести, тоже это все есть. Магазины уже проверены, не только мной, много у них положительных отзывов, хороший качественный ассортимент для кожевников, поэтому можете смело обращаться. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.